Привет, мои дорогие. Радостных новостей нет, но все-таки есть какие-то новости, которые будут вам интересны. Поехали. Секретные решения Зеленского, которые они приняли на этом собрании своих там куколдов. Вот они сейчас, он там ездил к этому королю, да. Он всегда ездит, когда боится, что прилетит какая-то жесткая ответка. И томагавки из Европы. Наверное, это и есть секретные решения, о которых заявлял сегодня Кир Стармер. Дорогие, убираю заголовок, потому что некоторые просят, чтобы он там мешает во всем. Поехали дальше, дорогие мои. Тут много интересных статей. Первая интересная статья, что войска России, это из украинского милитарного паблика, нарастили дальность своих авиабомб. Да, мы слышали, что уже до Одесской области достало. Там Чебанка, там вообще недалеко. На самом деле они могут аж даже за Одессу плевать, смотря докуда долетит самолет. То есть, если он дойдет там ближе по параллели, я и говорил, до Кишинева может долетать запросто. То есть, если они будут даже туда пролетать вглубь, они могут и Измаил бить, и все остальное. К примеру, сегодня такая бомба ударила по Одесской области. Хочу вам сказать, что помогает в этом России. Угадайте, кто? Китай, дорогие мои, потому что многие, я слышу, знаете, в комментариях читаю вот какую-то ненависть по отношению к Китаю, и я ее не понимаю. Они реальный партнер, который я сегодня покажу там, и я в каждых новостях нахожу новости, где Китай сотрудничает с Россией, чтобы противостоять 52 странам. И они сейчас говорят, что они ушатают экономику России, но я знаю, что у Китая много денег очень. Не получится. Китай начнет вливать эти деньги, они этого тоже опасаются очень сильно. И сегодня зеленый стукач опять начал рассказывать про то, что Китай не дает им оружие, то есть Зеленскому, что Китай не хочет, чтобы Украина победила. Понимаете? Аж на такое идет. Поехали дальше. Также они долетели до Николаева, Днепра, Полтавы, Лозовой, Харьковской области. И потенциально эти удары несут большую угрозу для тыловых районов Украины, если России удастся их кратно увеличить. А их удастся, потому что там, я сейчас прочитаю, вы поймете, а потом я еще из других вам источников расскажу. На официальном уровне Россия ничего об этих авиабомбах не сообщает. При этом первыми о них начали с тревогой писать украинские военные эксперты. Затем о применении сверхдальних бомб, сверхдальнобойных, заявили в ВСУ, а потом фактически подтвердили и российские военные паблики. По данным ГУР, в сентябре-октябре Россия вышла на серийное производство и первое применение управляемых модулей УМПК, которые способны доставлять авиабомбу на расстояние до 200 километров. В теории этого достаточно, чтобы начать обстреливать даже Киев. До Троещины от ближайшей точки в Брянской области чуть более 190 километров, а мы знаем, что он летает 200-220. На данный момент неизвестно, насколько эти бомбы точны и устойчивы к рэбам. Ранее сообщалось, что Украина уже научилась отклонять кабы от курса, хотя в новых управляемых модулях это могли учесть. Тем не менее, прилеты уже фиксируются, и об их результатах власти ничего не говорят, что может свидетельствовать о значительном ущербе, который наносят новые бомбы. В случае с Одессой они сказали, что все сбили. А мы знаем, что 2 прилетело, именно попало. Они рассказали, что их 3, и все 3 они сбили. Отметим, что новые кабы угрожают еще более дальнему тылу, с такими городами, как Днепр, Одесса, Полтава и даже, как писалось выше, окраинам Киева. Это важные производственные и логистические базы ВСУ и в целом важнейшие экономические центры. Конечно, они и раньше были под ударами шахедов и ракет, но беспилотники, хотя и приносят крупный ущерб, в большинстве своем сбиваются, поскольку относительно медленно летают. Да и боевая часть у них всего лишь 50 килограмм максимум. Ракеты же дорогое оружие, особенно баллистика, которую ВСУ сложнее сбивать. В этом смысле кабы являются золотой середины. Они несут в 2-3 раза больше заряда, чем шахед, а летят по баллистической траектории, то есть заметным ускорением, при этом еще и маневрируя благодаря УМПК.
что снижает предсказуемость маршрута и, следовательно, сбитие. Кроме того, это в сравнении с более крупной ракетой КАП довольно малозаметная цель, что также усложняет работу ПВО. Есть у таких бомб и крупный недостаток в сравнении с дронами, а также ракетами – пониженная точность. Но для поражения крупных объектов, например, предприятий, электростанций или складов, это не играет существенной роли. Пока применение новых КАБов по Украине точечная, но тенденция идет явно к наращиванию таких ударов. И если они станут регулярными, это сильно усложнит положение украинского тыла. Хочу объяснить, что КАБ — это дурная бомба, и их много модификаций, и зависит от того, какой запускают. Но самая дальняя — это самая легкая, там, по-моему, до 500 килограмм, по-моему. Она идет, может даже меньше вес, если они говорят в 2-3 раза, то есть может быть КАБ-100, КАБ-150. Вот. Но это дурная хрень, которая летит. Она управляется как раз этим модулем ОМПК, который ее ведет куда надо. Но она там гасится именно, по-моему, не долетает даже до земли, и чтобы нанести как можно больше разрушений, дорогие мои. И если такая хрень будет лететь, понимаете, то даже ее отклонение куда-то, я имею в виду там, чем они говорят отклоняют, принесет много беды. То есть, если, и видите, они их не замечают даже, потому что они даже тревогу не поднимают. Хотя я слышал, что они сейчас будут делать тревоги именно в те районы, куда собирается что-то прилететь, чтобы не по всему городу, да, именно в определенные районы, куда будет лететь. Но если такая хрень летит, она малозаметная, как уже описано в этой статье, и она может куда-то прилететь, и если они ее отклонят, она уйдет в дом. О боже, это беда. Серьезно. Но шахед не настолько разрушителен, как этот КАБ, дорогие мои. А это только мы говорим там 100-й, 150-й. А их там разновидность до 5000-х. Там вообще адская машина. Поехали дальше. На Купинском направлении продолжаются тяжелые бои в центре города Купинск. Поступает информация о продвижении российских войск в районе автотранспортного техникума и завода «Метис». Фиксируется боестолкновение у Песчаного. Силы обороны Украины контратакуют под Мирным. Ну, я же говорю, что все, что идет во внешней политике, никак не касается фронта. Ну и вот сам реактивный двигатель этого КАБа. Россия оснащает свою новую авиабомбу китайским реактивным двигателем для увеличения дальности удара. Фото такого двигателя и обломков боеприпаса обнародовал эксперт по беспилотным системам Flash. Судя по фото, на бомбу войска России устанавливают турбореактивный двигатель, ну и вот его марка там SW800PROY, производства китайской компании Swivin. Он предназначен для использования в беспилотных авиационных системах и больших моделях самолетов. Модельных, точнее. Максимальная тяга двигателя при 65 тысяч оборотов в минуту 80 кгс. Я даже не знаю, что это такое. Вес 10 килограмм. Он доступен для приобретения через разные сайты. Реактивные двигатели этой компании россияне также используют и на крылатых ракетах С-8000 «Бандеролька». Ну, прекрасная бандеролька. Для бандерлогов. Отличная бандеролька. Ну вот я вам показывал, как Китай помогает. Это вот первое в этом видео. А в предыдущем я тоже вам рассказывал, как он помогает во всем России. Ну и вот Минфин США сообщает о том, что непогашенный госдолг Америки по состоянию на 21 октября текущего года превысил 38 триллионов долларов, дорогие мои. Поехали. Тоже интересная статья, точнее кусочек, что Украина потеряет промышленность за 2 года, если цены на электроэнергию продолжат расти. Я хочу вам сказать, что тут даже независимо от цен на электроэнергию. Если бы даже не начиналась война, то Украина бы потеряла свое производство, там, можно сказать, лет через 15-20, потому что она разрушала все, что было. Знаете, я долгое время жил на поселке Котовского, и ты проезжаешь постоянно через, от Пересипи и аж туда. Там была раньше хорошая промышленная зона, завод ЗОР, одесситы знают, да, там еще куча машей всяких. Там осталось вообще крополи, их используют только под складов. Все вырезали вообще.
Так что и завод Краян вырезали, и много чего там повырезали. Поэтому они бы сами самоликвидировались, я вам скажу, даже без войны. Война это просто ускорит там на пятой скорости, можно так сказать. Поэтому тут независимо от электричества, понимаете. Украина стала за это время просто ресурсной базой. То есть копают из нее ресурсы и продают. Вот и все. Сама она ничего не обрабатывает, не перерабатывает. Но были какие-то стали литейки, которые просто, опять же, какими-то кубами продавали кому-то что-то. То есть, так и знаете, не в виде готовой продукции, а в каких-то, знаете, там, в сырье, можно так сказать. То есть, ну, я имею в виду, как, знаете, на кухне в магазине берете, да, там какие-то брикеты, вот, и потом их там где-то в микроволновке или доготавливаете, да, такие сырые, замороженные и так далее, полусырые, какие-то полуфабрикаты, да, называется. Вот таким вот Украина и торговала. А последнее время просто, ну, а к чему ее и Европа-то ведет? К тому, что просто она будет сырьевой базой, из нее будет выкапывать, переплавлять и отправлять в Европу. Потому что Европа сейчас на 1 000 000% зависима. Ну, это вообще смерть Европы. И она сейчас там воет и просит Трампа помочь ей. Зеленский заявил, что на встрече коалиции желающих были приняты секретные решения, которые сильно помогут Украине. Ну, я уверен, что это вот эти томагавки, которые там позаказывали. Просто если логично посмотреть на все происходящее, то Трамп сделал такое заявление, которое, может, там кто-то пропустил мимо ушей, о том, что в Европе много дальнобойных ракет, и я их не контролирую. И мы понимаем, что в апреле Голландия вместе с Данией заказала огромное количество томагавков. Так что вот и есть вам заключение это. Ну и вот Герман Геращенко, это министр энергетики Украины, заявляет, чем меньше у нас электростанций, тем проще их защищать. Ну, в принципе, да, логично. Ему люди также отвечают, что еще есть плюс выключение света. За свет меньше надо платить. Ну, как бы... Просто над народом тупо издеваются и все, и пофиг. Ну, тупо издеваются. Ну, вот ситуация на Покровском направлении, дорогие мои. Сейчас не будет много внешней политики, потому что ее нет. Да, Дмитриев полетел туда, сказал всего лишь образными, там, всякими фразами, можно так сказать, отстрелялся. Но мы-то не знаем, о чем они говорят, потому что, ну, а Россия тоже какие-то аргументы Трампу по поводу этих санкций говорит. Ну и то, что они пытаются распаковать 5 российских миллиардов в Америке. Ситуация на Покровске продолжает ухудшаться. Украинские силы теряют позиции в нескольких районах, сообщает боец позывным «Мучной». По его словам, ожесточенные бои идут за каждый двор в микрорайоне Собачевка на востоке города, где российские силы уже удерживают основную часть территории. Он считает, что сектор близок к полному переходу под контроль противника. Вопрос лишь остается во времени. Севернее центра ВСУ оказались в неблагоприятных условиях. Непрерывные обстрелы и авиаудары не дают возможности стабилизировать фронт, и необходимо срочно выводить оттуда части, сообщает он. На западе в промзоне оборона пока охраняется. По словам Мучного, украинские силы удерживают более половины территории и продолжают сопротивление. Это про Запад. Тем временем к северу от железной дороги россияне развивают наступление в районе Динас или Динас, которая считается второй линией обороны города. Противник действует быстро, перехватывает маршруты снабжения и усиливает давление, что отражается на общем положении. Ну да, в принципе, я вот последние там пару месяцев читаю, и я понимаю, что еще пару месяцев и Покровска не будет. Город буквально сжимается под натиском. Покровск вступает в самую тяжелую фазу боевых действий, подытоживает боец. Так что, да, дорогие мои, ну вот второй вам пример помощи Китая для России. Китайский танкер подозревается в получении российского СПГ судна под санкциями США, сообщает Bloomberg. Эти уроды просто что даже за ними со спутников следят. Господи, по данным спутниковых снимков, танкер CCH Gas, принадлежащий китайской компании Pacific Gas, находился борт-оборот с российским судном «Перля», которое включено в санкционный список США. Передача груза предположительно произошла у побережья Малайзии. Видите, да?
Это первый зафиксированный эпизод, когда китайское судно участвует в транспортировке российского сжиженного газа, попадающего под американские ограничения. Ну вот вам второе, да, по поводу того, что Китай делает. Хочу вам просто объяснить вот тем людям, которые недалекие, зависимость. Китай прекрасно понимает, если пойдет Россия, следующий будет он. Ну вот Венесуэла, я же вам говорил, для чего они ее и хотят взять под контроль. Для того, чтобы Китаю не давать ту нефть дешевую, на которую он как раз всю свою базу и строит, промышленную, можно так сказать. Спецпредставитель Кирилл Дмитриев, президент России, заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном необходимо поддерживать, при этом учитывая национальные интересы России. Находясь с визитом в США, продолжаю ранее запланированные переговоры по линии двухстороннего взаимодействия. Поездка организована по приглашению американской стороны. Подобные контакты крайне важны для глобальной стабильности и должны вестись с полным уважением к российской позиции и приоритетам, отметил Дмитриев в сети X. Я понимаю, что меня смотрит там какое-то количество пробитых, которые там думали, что... Я видел уже, они мемы выпускают, что Зеленский начал говорить типа о томагавках, и Дмитриев появился в Америке. Да вот же он говорит, что инициатива была американской. А тем придуркам им пофиг, они же не читают. Пойдите почитайте, они читают, что они там заразятся чем-то, если они будут читать все источники, причем это соцсеть X. Ну и, дорогие мои, у нас тут пропажа объявилась, сейчас я вам покажу. Даже не вслушивайтесь в этот бред, который он несет, просто покажу. День правительства. На трибуне министр социальной политики. Много вопросов к этому министру. Но у нас ключевой вопрос даже не к нему, а к премьер-министру. У нас вопрос о том, чтобы был мораторий на отключение газа и электроэнергии людям, которые в военное время не смогли заплатить полностью коммунальные услуги. И мы ставим вопрос, чтобы в этом отопительном сезоне не отключали людей от газа и электроэнергии при наличии задолженности, потому что они просто не в состоянии ее в таком объеме оплачивать. Этот вопрос мы будем ставить до тех пор, пока он не решится. Так ты, черт, оплати за этих людей. У тебя бабок там наворованных немерено. Но я вам скажу, чем он больше будет буксовать, видите, все дело идет к выборам. То есть нет, это даже не к выборам, это вариант такой, знаете, как вам сказать, не запасной, а именно отход такой, знаете, если вмажут в морду, то вот шаг назад сделать, вот это вот примерно, если проиграют, то шаг назад, это будут как раз выборы. И они потихонечку готовятся, и вот это вот уже появилось. Но мне кажется, что его яйца окажутся где-то в районе СБУ, квартала СБУ, и он начнет, или где-то пропадет и стухнет, или начнет уже чирикать по-другому. Вы знаете этого конченого, поэтому... Говорить много не надо. Поехали. В Румынии у нас освистали президента Никушу Радана. Я не просто это взял. Сейчас послушайте, что люди кричали. По информации издания президента Румынии Никушу Радана в городе Ясы встретила группа из нескольких десятков протестующих, которые критиковали его за проукраинскую позицию. Протестующие собрались перед Национальным театром, где проходила церемония по случаю 165 лет основания двух местных университетах. Когда Дан вышел из автомобиля и направился к зданию, из толпы стали свистеть и выкрикивать «Позор, предатель» и «Вперед в Украину». Теперь тоже интересная статья такая, дорогие мои. Знаете эту нюхальщицу профессиональную? Это Мелони, это премьер Италии. Она так смотрит на Зеленского, прикрыла рот, и такая смотрит: «Господи, сынок, что ж ты с собой сделал?» А она тоже такая, знаете, любит по ноздрям долбить. И мы видим это. И вот, что самое интересное, Дональд Трамп и генсек НАТО Рюте давят на итальянского премьера Мелони с тем, чтобы Рим покупал оружие у США для Украины по программе ПУРЛ. Как мы видим, с ней сидит стукач зеленый, понимаете? И вот оно же вначале звонит, а потом стучит, а потом те давят на нее. Понимаете? Это пишет издание «Ля Штампа». Газета сообщает, что первоначально итальянское правительство заявило, что оно против участия по экономическим причинам и причинам общественного мнения. И там Мелони дала понять. Потом что-то изменилось. Мы знаем, что на Мелони началось давление, и сам Трамп попросил бы
премьер-министра приложить усилия. Однако больше всего на этом настаивает Рюте, отдавая себе отчет в том, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и объединить Атлантический альянс, говорится в статье. Зеленский говорил об этом с Мелони в надежде ее переубедить. Ну, так как не переубедил, побежал стучать Трампу. В надежде, дальше, согласно утечкам, премьер-министр не дала окончательный зеленый свет программе. Она дала, наверное, зеленый свет, чтобы он вышел. Зеленый вышел по зеленому свету. Она размышляет, подтвердили источники. Премьер-министр сохраняет осторожность из-за опасения внутриполитических проблем со своим партнером по коалиции Лига, которая 2 дня назад в парламенте пришла в ярость из-за того, что Мелони поддалась управлению: больше оружия, меньше здоровья. Это скоро зацепит всех, дорогие мои. Трамп кричит про полгода. Да нету полгода ни у кого. У Украины тем более нету полгода. Ну вот дебил этот британский Кир Стармер сейчас будет. Это просто сейчас держите себя в руках. Сейчас голос переводчика, вы просто охренеете. Поехали. Еще раз говорю. Держите себя в руках. Поехали. Відповіді про Україну дуже важливо, щоб ми говорили про підтримку, особливо підтримку, коли ми рухаємося до зими. І сьогодні коаліція охочих, і вчора Європейський Союз, ми всі сказали, що ми всі працюємо з президентом Трампом, ми всі працюємо як одне ціле. І, звичайно, підтримуємо Україну. По ракетах ми більше ракет зараз надаємо в Україні з Британії і Хватит издеваться над душами. Такое ощущение, знаете, вот есть такие звуки, которые просто раздражают. Вот она их издает. Переговоры о передаче Украине томагавк продолжаются, заявил британский премьер-министр. Мы все над этим работаем, добавил он. Ей бы проще там проскрипеть эти слова и все. Так, появился у нас и Эрдоган тоже. Понимает, что Орбана типа оттянули, хотя Орбан-то предлагал сам Трамп, и Путин-то об этом же и говорил, дорогие мои. Вот в чем дело. Поехали. Эрдоган заявил о готовности принять саммит Путина и Трампа в Стамбуле. Не полетит никто к Эрдогану. Не полетит. Он подлый, очень подлый чувак. Президент Турции, там, Таип Раджеп, я не буду это произносить, сообщил, что Анкара готова провести возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Но многие говорят, что он вот в этом находится в таком пятачке, где его никто не замечает, и он пытается там всячески где-то появиться. Поехали. Зеленский сегодня делал тоже заявление интересное. Крым — это Украина, а значит, мы можем бить по Крыму дальнобойными ракетами. Теперь слушайте внимательно. Оказывается, в Украине есть ракеты с дальностью 3000 километров. Украина способна наносить удары на глубину 3000 километров по территории России своими вооружениями. Мы никогда не использовали дальнобойные ракеты американского производства для ударов по России. Это важно. Крым — это Украина, и мы не можем говорить, что бьем американским оружием по России, по оккупированным территориям, заявил он. Не хочу эту рожу вам показывать и портить вам настроение на весь день. Украинские удары по российским МПЗ, внимание, тоже статья интересная, привели к росту цен на топливо в Таджикистане. Понимаете? То есть зеленая гнида накошмарила всех. Говорите, что-то не в Нигерии не сделал. Это жесть. Это просто жесть. Вот еще заявление Зеленского, что, ну, его заявление, конечно, сегодня просто отстригли как серпом. Зеленский утверждает, что он сорвал встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полнейшая ложь. Он не имел к этому никакого отношения, однако правда никогда не мешает ему устраивать представление, заявил ирландский журналист Чейл Боус. О, Господи, поехали. Россия давит на Купенске. А российская армия продолжает планомерно уничтожать иностранных солдат ВСУ, пишет NetEasy. Украинские военные вынуждены бежать с поля боя, сверкая пятками. Это, видите, это NetEasy пишет. Кто не успел выскочить из-под катка русского наступления, труп. В
Впрочем, даже бегство с линии фронта не гарантирует безопасность, так как около 600 польских и французских наемников отошли из Купенска. Но в их лагерь прилетело 2 «Искандера», которые сравняли расположение с землей. Я вас уверяю, что очень многие, наверное, в ВСУ солдат их ненавидят. Ненавидят просто. Ну и у нас CNN сделала очень интересное заявление. Оказывается, они узнали, опять же, у источников, почему Трампа резко развернуло. CNN узнала, что заставило Трампа резко нанести удар санкциями по России. Слушайте внимательно. Президент США Дональд Трамп решил действовать жестче после того, как российские войска ударили дронами по детскому саду в Харькове. Господи, CNN, боже, я же говорю, CNN, выдыхайте, я не знаю, ну такое нести, это жесть. Даже в Белом доме многие были удивлены скоростью, с которой президент США принял решение о новом пакете санкций против России. Ну, Дони там, я не знаю, это чушь. CNN пора представить фигуру Дони по-настоящему. Дони, как угодно. Это человек, который увлечен там криптой, своими нобелевскими достижениями, уничтожением Китая, гольфом и телевизором. Больше ничем он не увлечен. Да, он будет сидеть, смотреть, куда... Так, началось представление. Россия бомбит Украину. Смотрим, куда прилетит сейчас на этот раз. Поехали дальше. Российские войска вышли к населенному пункту Красный Лиман и готовятся взять в окружение крупную группировку ВСУ численностью до 3 механизированных бригад, имеющих в своем составе до 600 единиц техники, включая боевые танки «Леопард-2», М1А1 «Абрамс», а также БМП М2А2 «Брэдли», сообщает МЭШ. Ну, не буду я в это верить на самом деле, поэтому оставим это так, знаете. Новости должны быть новостями, да, а не какой-то иллюзией, дорогие мои. Окей, на данный момент у нас и так растянул до 30, ну, достаточно новостей на самом деле. Не вижу в них каких-то таких, которые нам нужны, но в любом случае это новости, дорогие мои. Так что хочу поблагодарить тех, которые закинули на PayPal. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо подписчикам, всем подписчикам и спонсорам канала. Огромное вам спасибо, дорогие мои. Огромнейшее спасибо. Буквально там в течение пару дней, сейчас мало отходит, дадут результаты, я вам все расскажу подробно. С нее сняли вот эти наборы металлические полностью, которые были внешние. Вот. И врач-одессит, он там юморит. Так, нормально. Который операцию проводил. Ну, там их 3 было. 2 ассистента, 1 врач. Ну, хирург, я имею в виду. Вот. Так что я расскажу более подробнее, когда у меня появится самого информация. Огромное спасибо тем, кто закидывал на PayPal. Потому что я даже не просил этого делать. Люди закидывали. Огромное вам всем спасибо. Огромное. Большинство это матери тех пацанов, которым мы помогли выйти из Украины. Это вот большинство. Преогромное спасибо. Подписываемся, кто не подписан. И я вас всех обнял, дорогие мои.